Что вы знаете о Камбодже? Этот вопрос я задал своим друзьям. Кто-то припомнил каких-то там партизан или коммунистов. Кто-то вспомнил, что это бедная страна где-то там в Азии. Ну а кто-то что-то слышал про какие-то развалины в джунглях. Всем привет, меня зовут Серж, и я живу в странах Юго-Восточной Азии. Досмотрев это видео до конца, вопросом про Камбоджу вас больше нельзя будет застать врасплох. Камбоджа – это страна в Юго-Восточной Азии, расположенная между Вьетнамом и Таиландом с населением около 17 миллионов человек и столицей в городе Пномпень. Основная этническая группа в стране – это кхмеры, основной язык – кхмерский, а основная религия – это буддизм. Но также тут много и мусульман. Вместе с Вьетнамом и Лаосом раньше Камбоджа была французской колонией, пока в 1953 году не получила свою независимость. Сейчас Камбоджа является конституционной монархией во главе с королем. Камбоджа – страна с непростой историей, богатейшим культурным наследием, невероятным колоритом, экзотической кухней, душевными и веселыми местными жителями и необычными природными ландшафтами. Но как вообще я оказался в Камбодже? Устав и от Филиппин, и от суетного Вьетнама, я сел в автобус Хошимин-Пномпень. Билет стоил около $20, а время в пути до столицы Камбоджи составило около 7 часов. Через какое-то время после начала пути наш автобус доехал до пограничного пункта с Камбоджей. Еще заранее на официальном сайте за $36 я сделал электронную визу на 30 дней. Ну а тем, кто не захотел париться заранее, прямо в автобусе предложили помощь с оформлением камбоджийской визы за $40. Недавно, кстати, стоимость визы снизили до $30. Выйдя из автобуса, первой попавшейся бабуле меняли, которые дежурят у пограничного поста, я скинул оставшуюся в карманах после Вьетнама вьетнамскую валюту и поменял ее на камбоджийские реали. Но в Камбодже наравне со своей национальной валютой в ходу и американские доллары, на сдачу с которых, как правило, и дают веер местных реалий. Поедете в Камбоджу, убедитесь, что ваши вечно зеленые американские купюры в хорошей физической форме. А иначе, найдя на них вмятины, царапины или, не дай бог, ваши купюры будут слегка надорваны, то велик шанс, что их не будут принимать к оплате. Обычно, чем больше номинал купюры, тем сильнее к ним придираются. И если на десятки почти не смотрят, то 100-долларовые банкноты будут рассматривать чуть ли не под микроскопом. Но если вдруг вашу уставшую американскую банкноту отказываются принимать к оплате, переживать не стоит. Ее всегда можно будет поменять на местные реали в любом банке или любом обменнике Wink, которые в Камбодже на каждом шагу. Пройдя стандартные иммиграционные процедуры и паспортный контроль, я впервые в своей жизни ступил на камбоджийскую землю, а наш автобус продолжил свой путь. И лишь через несколько часов пути провинциальный камбоджийский пейзаж сменился городским. Именно так я оказался в Пномпене, столице Камбоджи. Пномпень – это самый большой город в стране с населением в 2,5 миллиона человек. Город с бурной историей, колониальным наследием и невероятными контрастами. Тут французские колониальные виллы и буддистские пагоды сочетаются с китайскими небоскребами. Тут я будто попал в классический стереотип об Азии или в компьютерную игру. Храмы, монахи, тележки с уличными торговцами, жареные пауки и насекомые, суетной рынок, где помимо прочего продают лягушек, змей и прочую для нас экзотику, бомжи, элитные дорогущие тачки типа Теслы, проститутки и бары. И все это буквально на одной локации. Такого колорита я никогда не видел ни в одном азиатском городе. Будто кто-то собрал воедино и замешал в миксере все основные стереотипы об Азии. Еще перед поездкой один мой коллега, тот, что в очках, перепугал меня, что как только я приеду в Камбоджу, меня тут же 5 раз ограбят, 10 раз разведут на бабки, 2 раза убьют, а потом еще изнасилуют мой труп. Поэтому, выйдя из автобуса, я крепко вцепился в рюкзак и пошел искать свой отель. Жилье я, как обычно, заранее нашел на Airbnb, и вот такая комната обошлась мне около $14 за ночь. Место, конечно, немного странное, но, как говорится, дешево и сердито. Зато находится в самом центре всего пномпеньского движа, прямо на набережной реки Меконг. А набережная реки Меконг и прилегающие к ней улочки – одно из самых колоритных мест в Юго-Восточной Азии, которое я когда-либо видел.
И если днем тут относительно спокойно, то после заката сюда стягиваются местные жители, туристы и экспаты. Тут расположено много ресторанов и кафе с видом на реку, по которой то и дело снуют светящиеся, как дискотечный шар, прогулочные кораблики. Тут проходят уличные представления и мероприятия, а уличные торговцы продают шашлычки и снеки, кроме всего прочего, также из жареных насекомых, личинок и пауков, лягушек и ящериц, улиток и моллюсков, вяленых кальмаров и скатов. Ну а я, разумеется, не смог сдержать любопытство, чтобы не оценить пригодность всех этих вкусняшек в качестве закуски к пиву. А поэтому, набрав, как я это называю, камбоджийских семечек, уселся проводить дегустацию на набережной. Для местных, судя по всему, подобные гастрономические эксперименты туристов были в новинку. Поди не каждый день можно увидеть, как европейцы тараканов жрут. И поэтому я быстро привлек внимание компании, сидевшей рядом. Очень милые, дружелюбные ребята, без малейшего знания английского, но с большим желанием пообщаться. Они меня и угостили пивом, и стали передо мной разыгрывать какие-то сценки. А еще они тогда мне открыли самый главный камбоджийский секрет. Если, открыв местное пиво, попалась вот такая крышечка, то ее можно обменять на второе пиво за полцены или даже продать за деньги. И такие крышечки совсем не редкость. Они попадаются примерно в каждой третьей банке. Мне эта игра сразу понравилась. Вообще, забегая наперед, скажу, что те мои опасения относительно камбоджийцев, с которыми я ехал в Камбоджу, совсем не оправдались. Это очень добрые, вполне дружелюбные и отзывчивые люди. И пока какую-либо их темную сторону я не разглядел. Далеко не каждый из тех, кто подходит к тебе на улице, хочет что-то продать или навязать какую-то услугу, как это было со мной во Вьетнаме. Тут некоторым просто по кайфу поболтать с иностранцами, чего моя подозрительность и паранойя никак не могли принять. Водитель тук-тука, поинтересовавшись, куда я иду, после короткой беседы подвез меня просто так, потому что, как он сказал, мы теперь с ним друзья. Продавец пива и уличных закусок после короткой беседы уже сам угощал меня пивом, а компания что-то отмечающих на асфальте ребят пригласила отведать какую-то их местную самогонку. Камбоджийцы вообще, как я заметил, столы не особо приветствуют. Очень открытые и позитивные люди. Даже странно, как они могут оставаться столь позитивными после пережитыми ими полвека назад событий. Но об этом чуть позже. На удивление, особенно тут в столице, многие местные жители неплохо говорят по-английски. Знаете, как я прифигел, когда бомжеватого вида малыш лет 7 стал клянчить милостыню на чистейшем английском. А девочка, плюс-минус его ровесница, на английском приглашала посетителей в кафе, где работали ее родители. Увидеть картину, как дети работают наравне со взрослыми, тут вовсе не редкость. И становится реально не по себе от осознания того, что нужда родителей заставляет детей работать вместо того, чтобы ходить в школу и заниматься обычными детскими радостями жизни. Набережная заканчивается ночным рынком, где после заката можно купить сувениры, традиционную камбоджийскую одежду, послушать живое выступление местных музыкантов и попробовать разную уличную еду, по камбоджийской традиции сидя на коврах. Ну а на улочках, прилегающих к набережной, барышни, не обремененные тяжелым поведением, заманивают алкоголем и сомнительными услугами гуляющих мимо туристов в россыпь расположенных тут баров, ночных клубов и массажных салонов. Должно быть, Валерий Александрович словами «какая грязь, какая власть и как приятно в эту грязь упасть» пел именно про это место. Местные ребята меня предупредили, что тут лучше все-таки держать ухо востро и разного рода сомнительные массажные салоны и бары посещать строго на свой страх и риск. Дело в том, что в них распространена такая схема. Пока вы в полудреме расслабляетесь на массажном столе, в ваши вещи могут залезть и подменить ваши зеленые американские банкноты на фальшивые. Такую подмену зачастую удается обнаружить лишь спустя какое-то время, когда вы уже будете далеко. Многие путешественники не задерживаются в Пномпене надолго, воспринимая его лишь как перевалочный пункт на пути к более популярным туристическим местам, что, на мой взгляд, достаточно опрометчиво. Тут найдется чем заняться, помимо прогулок по набережной, поедания жареных тараканов и посещения сомнительных баров. Давайте мельком пробежимся по основным туристическим местам. Прямо возле набережной находится Королевский дворец. И, как следует из названия, это действующая резиденция короля Камбоджи.
Дворец был построен в 1866 году, когда столица Камбоджи перенеслась из Удонга в Пномпень. Это комплекс из нескольких зданий, выполненных в традиционном кхмерском стиле с элементами французского колониального влияния. Помимо самого дворца на территории также есть и буддистская пагода. Место действительно очень атмосферное, полное культуры и истории. Будете в столице Камбоджи, крайне рекомендую потратить на посещение дворца те $10, которые просят за входной билет. Помимо Королевского дворца, еще одно знаковое место в Пномпене – это храм Ват Пном. Это самая высокая точка города, расположенная на искусственном холме. Согласно легенде, именно здесь зародился Пномпень, когда одна зажиточная бабуля по имени Пень увидела плывущий по реке Меконг ствол дерева Лумбанг, в ветвях которого она нашла 4 бронзовые и 1 каменную статую Будды. Бабуля сразу принесла их домой, а находку восприняла не иначе, как божественный знак, в честь которого и возвела на этом месте храм. Ват Пном – это не только важный буддийский комплекс, но и место, куда приходят местные помолиться о счастье и удаче. А название города Пномпень дословно переводится как «храм Мадам Пень». Посещение храма для туристов стоит $1. Оказавшись в таком колоритном городе, как Пномпень, я не мог обойти вниманием и местные рынки. Рынки Пномпеня – это не просто торговые площадки. Это настоящий театр жизни, где смешиваются звуки, запахи и краски Камбоджи. Они позволяют окунуться в местную культуру и почувствовать себя частью этого хаотичного, но завораживающего города. Псарт Мэй – самый большой и, наверное, самый известный рынок в стране. Он расположен прямо в центре города, и его легко узнать по уникальному архитектурному стилю в форме огромного купола. Здесь можно найти практически все – от свежих продуктов и одежды до ювелирных изделий, электроники и сувениров. Этот рынок славится своими, так сказать, репликами известных брендов. Будете тут, не забудьте заглянуть в отдел, где продается рыба, земноводные, насекомые и разные морские гады, будь то змеевидные угри или моллюски в форме, ну вот сами смотрите, в форме чего. А если, глядя на все это благополучие, у вас разыгрался аппетит, то тут же купленных вами крабов или осьминогов могут вам приготовить. Следующий рынок, который я посетил в тот день, это рынок Орусей. Это шумный, оживленный, но совсем не туристический рынок, а цены тут заметно ниже, чем на предыдущем. Если остановились в Пномпене на длительный срок и предпочитаете не переплачивать за кафешки, а готовить самому, то за продуктами вам именно сюда. Будете тут, также не забудьте подняться на крышу. Отсюда открывается очень атмосферный вид на суету нетуристической части города. Распираемый любопытством, я просто не мог не посетить еще одно место, которое называется Russian Market. Why this market called Russian Market? Because last time have only the Russian come a lot, that's why. В 80-х годах в рамках сотрудничества между СССР и, как тогда называлась Камбоджа, Народной Республикой Кампучия, в стране находилось много советских специалистов и советников. Они часто посещали этот рынок, и местные жители начали называть его русским. И хотя официальное название Пса Тул Томпуанг, название «русский рынок» прижилось и используется до сих пор. Помимо продуктов, тут много сувениров, одежды и антиквариата. А из всего русского, что я встретил на этом рынке, было лишь лицо парня, продающего снаружи в ларьке шаурму. Ну а когда, находившись по суетным рынкам и прочим городским знаковым местам, вам захочется тишины и спокойствия, загляните в сквер у Монумента Независимости. Расположенный в самом центре города, этот 37-метровый памятник в форме лотоса посвящен обретению Камбоджи независимости от Франции в 1953 году. А рядом с ним находится мемориал Нарадума Сианука, бывшего короля Камбоджи. Это отличное место для прогулок, и обычно тут не так уж и много людей. А после заката атмосферу и антураж добавляет вечерняя подсветка. Посещение Пномпеня – это уникальная возможность познакомиться с невероятно трагическими главами в истории Камбоджи, которые имели место быть почти полвека назад. И оказавшись тут, я вам советую обязательно этой возможностью воспользоваться. О таких событиях нужно знать. Дело в том, что с 1975 по 1979 так называемые красные кхмеры устроили в Камбодже настоящий геноцид. Но кто такие вообще эти красные кхмеры?
Воспользовавшись нестабильной ситуацией в Камбодже, вызванной Вьетнамской войной, бомбардировками США, коррумпированным режимом проамериканского генерала Лон Нола и поддержкой со стороны Китая и Северного Вьетнама, используя антизападные и революционные лозунги, а также заручившись поддержкой крестьянства и ведя партизанскую войну, к власти в Камбодже пришли больные фанатики, одержимые идеей построения идеального аграрного коммунизма. Они называли себя «Красные Кхмеры». 17 апреля 1975 года они захватили столицу Камбоджи Пномпень. Одним из их лидеров был больной на всю голову фанатик Салот Сар, более известный как Пол Пот. Их идеология базировалась на маоизме, неприятии всего современного и кхмерском радикальном ультранационализме. А товарищ Пол Пот был большим поклонником Иосифа Виссарионовича и его методов. Они топили за всеобщее равенство и решили отменить или искоренить все, что, по их мнению, способствовало образованию неравенства. Сначала они отменили города. Города были признаны злом, эксплуатирующим деревни и способствующим образованию неравенства. 2 миллиона жителей Пномпеня военные насильно выгнали из своих домов и согнали в поля, где им предстояло жить в трудовых коммунах. То же самое случилось и в других крупных городах страны. Затем они отменили деньги и частную собственность. Все было признано общим. Любые религии, образование, здравоохранение тоже были отменены как элементы, способствующие появлению неравенства. Было запрещено все иностранное, были запрещены технологии и любые блага цивилизации, вплоть до ношения наручных часов. И даже календарь был отменен, потому что год прихода красных кхмеров к власти был признан нулевым. Всех жителей страны они разделили на 3 категории. Первая категория – это старый народ. Это крестьяне, которые и так жили в сельской местности до прихода красных кхмеров. Их считали чистыми революционерами, верными коммунистическим идеям. Им полагались некоторые привилегии, например, лучшая еда и менее тяжелые условия труда. Вторая категория – это новый народ. Это все те, кто жил в городах до прихода красных кхмеров к власти. Их считали ненадежными, зараженными капиталистическим мышлением. Эти люди подвергались, так сказать, перевоспитанию путем пыток, голода, каторжного труда в полях и тяжелых условий содержания в коммунах. И третья категория – это вся интеллигенция и образованные люди. Бывшие чиновники, полицейские, военные, инженера, учителя, ученые, а также жившие в то время в Камбодже национальные меньшинства и буддистские монахи. Все эти люди были практически обречены. Вас могли казнить только за ношение очков, наручных часов или знание иностранного языка. По мнению красных кхмеров, все эти люди не могли быть перевоспитаны, а значит, подлежали уничтожению. Ковыряясь в своем айфоне во времена красных кхмеров, вам бы, скорее всего, вряд ли удалось остаться в живых. Красные кхмеры активно вербовали в свои ряды подростков и даже детей младше 12 лет. Их было проще контролировать и проще внушать свои идеи. Они слепо следовали приказам и были фанатично преданы режиму. Чтобы иметь представление о масштабе трагедии тех лет, я посетил музей геноцида, также известный как тюрьма С-21, и так называемые поля смерти. Тюрьма С-21 в центре Пномпеня до прихода красных кхмеров к власти была обычной школой. Но эти больные фанатики переоборудовали ее в тюрьму и пыточную. Сюда попадали все те, кто, по мнению красных кхмеров, были врагами революции. Бывшие чиновники, военные, интеллигенция, монахи и даже сами члены Компартии, по каким-то причинам попавшие в немилость. В общем, все те люди из третьей категории. Под пытками из них выбивали признательные показания в антиреволюционной деятельности, а затем вместе с женами и детьми отправляли казнить на так называемые поля смерти. Красные кхмеры придерживались принципа «уничтожить сорняк нужно с корнями», чтобы никто потом не смог мстить. Впрочем, многие уже тут не выдерживали пыток, голода и нечеловеческих условий содержания. Видите все эти черепа? Это все люди, которые погибли в этих стенах. А вот так они выглядели при жизни. Красные кхмеры вели подробную каталогизацию всех заключенных, а поэтому достаточно точно известно, что через эту тюрьму прошло около 20 тысяч человек. А выжило всего несколько десятков, и то по недосмотру. Некоторые из них сейчас продают свои мемуары у входа в музей. Вход в музей стоил $5, а за отдельную плату можно было взять аудиогида. Но так как не было аудиогида на русском, то от этой опции я воздержался.
Это одно из самых мрачных мест памяти о геноциде в Камбодже, но далеко не единственное. Таких тюрем по всей стране насчитывается около 200. Эти больные фанатики за те 4 года, что они были у власти, по разным подсчетам убили до 3 миллионов человек. Это треть населения страны. Просто вдумайтесь в эти цифры. Это по 2000 человек ежедневно. И все это было каких-то 45 лет назад. Все те жители страны, вот все они, кому больше 50 лет, так или иначе пострадали и потеряли близких во время режима красных кхмеров. После посещения музея геноцида я отправился на те самые поля смерти Чонг-Эк. Они находятся в нескольких километрах от города, и чтобы туда добраться, я поймал тук-тук. Входной билет стоил $6, и тут был доступен аудиогид на русском языке. Будете тут, настоятельно рекомендую им воспользоваться. Настроение, конечно, потом у вас не будет несколько дней, но зато в подробностях сможете прочувствовать, что творилось в Камбодже в те годы. После получения под пытками признательных показаний в антиреволюционной деятельности, так называемых врагов режима и их семьи из тюрьмы С-21 перевозили сюда для массовых казней и захоронений. Пока одних жертв заставляли копать могилы, других, связанных и с завязанными глазами, казнили мотыгами, топорами и иными подручными средствами, чтобы не тратить патроны. Как правило, по ночам, и чтобы заглушить крики и стоны, под зацикленные по кругу и разносящиеся из громкоговорителей на всю округу революционные песни и пропагандистские лозунги лидеров режима. В результате раскопок в этом месте было обнаружено более сотни братских могил с останками более 17 тысяч человек. Черепа многих из которых можно увидеть в ступе, что находится в центре мемориала в назидание потомкам о тех страшных событиях. А в сезон дождей человеческие останки тут до сих пор продолжают вымывать на поверхность. Камбоджа буквально стоит на костях. Таких полей смерти сотни по всей стране, а многие из них до сих пор не были найдены. После победы Вьетнама во Вьетнамской войне и уже после объединения Северного и Южного Вьетнамов в 1978 году вьетнамская регулярная армия вошла на территорию Камбоджи и выступила против режима Пол Пота. А в 1979 году Пол Пот на вертолете покинул Пномпень. С режимом красных кхмеров было покончено. В стране было установлено провьетнамское правительство, а Пол Пот и его соратники прятались в джунглях, откуда продолжали пакостить и вести партизанскую войну еще много лет. Умер Пол Пот в 1998 году и, как говорят, от своей смерти, преданный своими же верными соратниками и помещенный под домашний арест. На Ютубе, кстати, до сих пор есть последнее с ним интервью. И что меня удивило, в комментариях много людей его поддерживает. Но каждый раз, когда я пытался пообщаться с кем-нибудь из старшего поколения камбоджийцев на эту тему и задавал вопросы, люди заметно пытались уйти от ответов. Мол, ничего не знают, ничего не видели, и их это не касалось. А один странный тип, встреченный мною где-то в глуши под Симрипом, на очень ломаном английском минут 30 мне пытался объяснить, что, мол, не все так, как нам рассказывают, и во всем виноваты злобные вьетнамцы. Может, он был одним из бывших красных кхмеров, кто знает. Пномпень – город невероятно интересный, полный историй, традиций, красок и контрастов. Тут похоть и разврат баров и массажных салонов сочетается с консерватизмом и традиционностью буддистских храмов и монахов, обитающих в них. Тут классические азиатские тук-туки и рикши движутся в едином потоке с дорогущими Теслами и Феррари, а река Меконг отделяет бедные районы и трущобы от дорогущих высоток, воздвигнутых, запустившими свои щупальца в эту страну китайцами. А самое главное, тут незабываемая атмосфера и полно впечатлений. Посетив Камбоджу, не пренебрегайте остановкой в этом городе. Выделите хотя бы несколько дней для того, чтобы ознакомиться с его секретами и историей.
Спасибо, что посмотрели это видео. Если не трудно, поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Всем удачи! Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает меня в эти непростые времена. Теперь те, кто не живет в России, может поддержать меня через PayPal или сервис Ko-fi. Все ссылочки в описании к этому ролику. Помимо Королевского дворца, еще одно знаковое место в Пномпене – это храм Ват Пном. Пном-Пнем, Пном-Пном-Пнем, Пном-Пень, Пном-Харам, Пном-Том-Том-Том-Том-Том. Они топились за всеобщее равенство и решили искоренить или отменить все, что, по их мнению, способствовало образованию неравенства. Птичка, тихо, 5 секунд, тихо. Затем они отменили деньги и частную собственность. Все было признано общим. Любое образование, здравоохранение и... Да ёб твою мать. Помимо Королевского дворца еще одно Собака, прекращай. Помимо Королевского... Да ты что меня передразниваешь? Ну хорош. Ну что я тебе сделал? Собака. 5 секунд. И я заткнусь. Все, и сиди там.